Всем привет! По многочисленным просьбам мы показываем нанесение двухкомпонентного лака на образец, который мы ранее наносили. В наших роликах есть там где-то 2-3 видео назад. Мы наносили декоративную штукатурку Маэстро, и мы покрываем ее двухкомпонентным лаком полуматовым, для того, чтобы видели разницу, матовым, для того, чтобы видели разницу. Мы хотим посмотреть, как на нем, как он себя ведет на перламутре, то есть останется ли виден перламутр. Что касается лака двухкомпонентного, это для ванных комнат, для зоны прямого попадания воды, для полов, для микроцементов, степень глянца полуматовый, есть также глянцевый и есть матовый. Этот лак полуматовый, полиуретановый, имеет запах, через сутки он выветривается, а матовый лак, у него также полиуретановый отвердитель, и он запаха по сути не имеет. Ну, относительно не имеет. Вот так. Смотрим нанесение и результат. С чего начнем? Полуматовый. Полуматовый. Давайте коротко. Полуматовый лак – это полиуретановый лак. При нанесении он имеет достаточно сильный запах. Он быстро выветривается, этот запах, и после полной полимеризации лак абсолютно безопасен. То есть это лабораторное испытание. Что касается комплектов. Здесь идет два комплекта, компонент А и компонент Б. Вот, то есть большая баночка, в которой, ну, скажем, 700 грамм, и маленькая баночка, в которой 300 грамм. И вот эти две баночки между собой нужно перемешать и наносить. Но если вы не собираетесь покрывать 7-10 квадратных метров, то пропорционально размешайте лак в отдельной емкости. Не разводите его весь, потому что срок службы разбавленного вот этих вот, ну, вот этого лака, двух банок, это, ну, часа 2-3, максимум 4. Так, сколько мы сейчас наливаем? Ну, 140 грамм. Мы налили компонента А, это из большой баночки. И сейчас пропорционально добавим туда компонент Б. Считайте, пожалуйста, математика. 700 грамм образно в большой банке и 300 в другой. Компонента Б мы примерно 60 грамм. Вот он. Прозрачный такой, вонюченький. Когда вы покрываете лак двухкомпонентный, пожалуйста, одевайте маску, респиратор, перчатки. Органы дыхания защищаем, это полиуретан. Вы хотите защитить свои стены на долгие годы, при этом думая, что это вода. Это не вода. Это не вода. И это пахнет. Но пахнет он первые сутки. Теперь мы его перемешаем и пойдем непосредственно покрывать. В общем, активненько перемешиваем, чтобы все между собой перемешалось и вошли в реакцию. Это наш образец, который мы ранее наносили, он есть у нас на канале. И сейчас мы с помощью валика. Валик, кстати, вы можете помыть и просушить. Новый валик, с него бывает лезут ворсинки. И это не вина лака. Это, ну, есть такое, что с валика лезут ворсинки. С помощью валика покрываем полуглянцевым лаком. На гладких поверхностях можно разгонять кельмы. Лак. Можно это сделать за 2 раза. Мы сейчас покроем один. Ну, во-первых, у нас и просохнуть должно будет, да, и во-вторых, вам же нужно будет видеть защиту, а защита с первого слоя уже проявится. И вам нужно будет видеть степень блеска. Давайте подальше покажу. Обратно не залазит. Раскатали все. Видно, что цвет становится насыщеннее, но в пределах нормы. Вот у нас часть покрытая и часть не покрытая. Видно, что цвет стал ярче, но он не стал каким-то там, я не знаю, каким, черным, зеленым. Он каким был, такими остался, просто стал насыщеннее. Так, расход. Ну, по статистике это все-таки будет 150 грамм на первый слой, на квадратный метр.
И второй слой там, ну, может, грамм 170, может быть, грамм. Так, да, если сейчас посчитать по фактическому покрытию, так, мы покрыли сейчас 1 квадратный метр, а налили мы 200 грамм. Первый 140 и второй мы налили 60 с копейками. То есть мы покрываем, у нас было всего 200 грамм, мы покрываем 1 квадратный метр. Один слой мы уже покрыли, ой-ой-ой, он даже уже стекает, даже мы его слишком покрыли. И покажите, Роман, пожалуйста, что у нас осталось на второй слой. Ну, то есть образно 200 грамм, но я бы, если в онлайне, я бы все-таки из другого города заказывала расчет 250 грамм на полноценное нанесение, так уж по-честному. Покрыли слой, оставляем сохнуть. И вот такая у нас получилась поверхность. Так, лаком покрываем. По одному и тому же месту 150 раз не вошкаемся. Покрыли, уходим дальше. Покрыли, уходим дальше. Раскатываем и уходим дальше. Вот так. И сейчас еще матовый покроем. Так, второй у нас лак матовый, двухкомпонентный. Значит, этот лак уже не пахнет. У него такой слабый-слабый запах. Просто, ну вот как бы вы стены красили, и вот запах такой. Ну, чувствуется, что это лакокрасочная продукция. Он также полиуретановый, но он уже на водной основе. И у него другая весовка. У него в большой банке компонент А примерно 850 грамм, а отвердитель у него компонент Б 150 грамм. И вот также для полноценного нанесения эти две банки нужно перемешать. Либо перемешиваем пропорционально. Так, сколько мы сейчас налили? 85 грамм компонента А. Это значит, нам нужно будет 15 грамм компонента Б. Правильно? Какая я умная. Я сразу посчитала, как все, видите как? Ну, конечно, 850 и 85, 1/10. А там сложно. Там, где 700 и 300, там еще как бы... Когда у тебя все мозги в декоративке круглые сутки, с математикой уже сложнее. Все. Ну, давайте, покажите нам мастер-класс по нанесению. Нам ничего не видно. Вот здесь уже видно, что лак матовый. Вот. А там видно, что глянцевый. Видно? Вот разница какая тут. И здесь уже сразу видно, что он матовый. Даже если он еще сырой, все равно уже видно. Например, смотрите как. Лак полуглянцевый. Он после 3 слоев становится даже не паропроницаемый. То есть там вообще настолько прочная защита. А вообще, по сути-то, и одного слоя достаточно. Ну, 2 слоя уже, знаете, если у вас ровные стены и бесфактурный такой однородный цвет, например, то, конечно, 2 слоя даже просто для красоты. Ну, как это объяснить? Если бы вы крашеные стены обычной краской покрывали двухкомпонентным лаком, то за один раз у вас были бы видны разводы от валика, то есть где-то полосы, где-то что-то. А если фактурное покрытие, то одного слоя. Но 2 это уже для собственного покоя, спокойствия, скажем так. Ну вот сейчас покроем и увидим, высохнет. Все равно надо ждать. Сейчас он, когда сырой, так видно стало, что все-таки пока влажный, непонятно, высохнет, матовый должен быть. Нам же еще нужно понять, уйдет ли перламутр. Вот в чем фишка. Покрыли, ждем высыхания. Один участок у нас остается не покрытый. Вот этот участок мы не трогаем. Ну, в общем-то, подсох лак. И давайте смотреть. Вот это вот у нас один слой глянцевого двухкомпонентного лака. Вот там уголочек матовый виден, не покрытый. Вот он. То есть лак придал блеск и насыщенность цвета. Прям видно очень-очень хорошо. Так, теперь мы попробуем сбоку посмотреть. Ну, глянец видно. Видно глянец и видно перламутры. Но сейчас еще матовый посмотрим. Вот матовый. Он идет у нас через линию. Вот она, эта линия. Ну, что я могу сказать? Лак матовый, двухкомпонентный. Перламутры немного приглушил, но немного. Вот, как видите, осталось. Сейчас я вам еще тот непокрытый покажу. Здесь у нас глянец, видно глянец. Здесь у нас матовый лак.
и перламутры. Есть, но слегка приглушены. А тут у нас непокрытая поверхность. Как перламутр показать вам? Ну вот он виден. То есть он, матовый лак слегка приглушает перламутры. Слегка. Вот такой вот вид. Я надеюсь, это видео было полезным. Ну давайте еще водой побрызгаем, давайте. Видно будет, не видно, мне кажется. Так, капельки стекают вот. Это один слой. То есть после второго слоя, вот он прям, ну, вообще никуда не впитывается, он полностью стекает. Кстати, шелк еще, смотрите-ка, мы шелк еще покрыли. Матовый, да? Да, матовый двухкомпонентный лак. Точно так же насыщает цвет и еще и рисунок. Допустим, здесь что катится? Все стекает. А здесь? Здесь будет впитываться. Здесь частично впитывается, оставляя сырое пятно. А здесь еще раз. Но здесь уже видно, что цвет не меняется. И просто стекает. Вот. Тут у нас впиталось. Ну, вот потеки пошли. И потеки пошли вниз. Видны. А здесь у нас просто вода сверху. Ну-ка еще раз ближе. Здесь видно, что она впиталась. Сырое пятно, но оно впиталось. А здесь оно не впиталось, оно сверху. Это наш лак Робустеза. Пожалуйста, приобретайте. Перейдя по ссылкам в описании. А также можно на Озоне просто этот лак приобретать. Это вот матовый лак. Точно так же стекает вода с одного слоя. Ну а там набрызгаем тоже уж давай. Тогда уж, раз уж на то пошло. Здесь первоначально впитывается вода, а потом излишки стекают. Нет. То есть там, где не покрыто, там сначала вода впитывается, потом излишки начинают стекать. А там, где поверхность лаком покрыта, она сразу начинает стекать. Все. Я надеюсь, оно было полезным. Ставьте лайк обязательно, пишите комментарии и заказывайте у нас декоративные штукатурки, перейдя по ссылкам в описании. Всем пока!